Итоги военных учений Польши зима-2020 обернулись крупным скандалом. За маневрами наблюдал лично глава государства Анджей Дуда. При этом специальная программа моделирования военных действий показала, что буквально на пятый день конфликта на границе с Белоруссией и Россией Варшава с большой долей вероятности проиграет, а армия страны фактически перестанет существовать. Данные командно-штабные учения или штабная игра подразумевают примерно следующее. На потенциальный театр военных действий на определенную точку на карте наносят конкретную расстановку сил. При этом учитывают пропускную способность дорог, состояние боеготовности и боеспособности подразделений сторон, дальность и мощность действия средств поражения типа артиллерии или оперативно-тактического ракетного вооружения, количество самолетов. Для моделирования развития событий используется специальный компьютер. Понятное дело, что силы НАТО хотели бы атаковать Калининград и Крым. Эти направления отрабатываются ими со всех сторон. Недавно американский генерал выступал на эту тему, описывал сценарии атаки, 5 ударов и ха-ха, Калининград наш. Но вот по результатам данной игры получилось, что русские на пятые сутки вышли к Варшаве. Руководство НАТО рассматривает воскресение Польши как возможный таран на западных рубежах России. Однако сейчас боеготовность армии республики оставляет желать лучшего. Когда-то войско польское было неплохим. Но на данный момент утрачены командные кадры, утрачена практика организации взаимодействия и так далее. Американцы щедро снабдили поляков оружием. Но результат этих учений все равно был такой оглушительный, что говорить о нем стыдно. Однако шило в мешке не утаишь. Видимо, итоги игры сначала хотели скрыть, но кто-то все же проговорился. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.